Да, слушаю, слушаю, город слушает. Авокадо на 26. Авокадо нужно, чтобы завтра Ткачук Александра позвонила мне в 11 с 11 до часу по телефону по ее письму к учителю. Так, мне надо ей задать несколько вопросов. Прием. Ага. Я понял, передать Ткачук, чтобы она позвонила с 11 до часу тебе. Так, это вот что такое будет у нас в углу? Это вот пока у нас упакованный рентген компьютерный. Ага. Говорят, он есть не в каждой клинике. Так, ну тут еще, да. Все, только в стадии монтажа. Вот кресло. Угу. Так, столик. Пока особенно нечего хвалиться, но... Вот, если бы, ты знаешь, чуть попозже придешь, тут Дима с компьютером, и он немножко тебе что-то, может быть, расскажет. Обилие досок говорит о том, что здесь пилорама. Сейчас здесь будет детский сад на неопределенное время. Он, конечно, был построен как вот для семьи, был, как бы строился, а потом единая семья принимает решение, что нужен дом для детского сада, представляешь? И спрашивая разрешение у хозяина, все как бы принимается такое, приходит к общему пониманию, что его надо отдавать в детский сад. Замечательно. Перед нами дом Юры Панасенко, известного нашего гончара. И мастерская вот у него сбоку. И его мастерская, да. Да. С большой печью. По пути мы зайдем в гости в семью, которая приехала из Питера. Староверовы Варенька и Саша. Первое, что мы слышим, это голос их сына Фимы. Это совершенно неожиданно будет для них. Посмотрим, что получится. Можно к вам в гости? Можно, здравствуйте. Замечательно. Спасибо. Да? Да.
А у вас уже есть гости. А я сейчас ухожу, так что вы заходите. Ну что ж, поближе познакомимся с этой семьей. Как я уже назвала жителей этого дома, обитателей, Саша, Варя и Фима. Начнем с хозяина дома, конечно же, как это положено. Давно ли вы из Питера, Саша? Давно ли живете на горе? Ну, я приехал сюда в 94 году и ездил в Питер в 95-м еще последний раз. То есть 8 лет уже никуда не уезжал. Так это старожилы. И нет желания съездить? Ну, как-то я даже не могу так однозначно на этот вопрос ответить. А нравится на горе жить? Да. А на горе как долго? На горе мы 3 года живем. 3,5 уже. А чем ты занимаешься, ну, так сказать, в качестве труда мужского, там, со всеми просто общей работой или... Ну, очень разные, то есть постоянно труд так меняется. Ну вот я зимой до весны, до посевной я работал, так у нас здесь называют, детским мастером. Делал в школу, в детский сад, делал мебель, парты, стулья, там, мольберты, какие-то полки, ну, то есть масса таких вот вещей, столярного такого типа. Летом, все лето работал на храме с бригадой, и ребята приходили из деревень. Вот, вместе с бригадой работал от города. И сейчас в строительстве, то есть меня сейчас поставили в строительную бригаду. Сейчас есть необходимость в строительстве большая. Вот так, в общем-то, и на протяжении 3 лет как такого стабильного труда нет. Возникает разного рода необходимости. Ну, освоил много, получается, всего, да? Ну да, даже свечки полил. Да? А покажи, есть тут Не, сейчас нет. Нет? А. Ну, мы свечи лили литургийные, вот в основном, и осветительные. Ну, это был такой маленький период. А зимой сейчас ведь уже не при свечах, уже свет есть от солнечных батарей, да? Или как? Да? Ну, это в зависимости от погоды. А, ну если долго солнца нет, тогда... Ну да, тогда мы льем, бывает. Но сейчас еще есть возможность заряжать аккумуляторы, там, возить на пилораму от генератора. То есть можно, в общем-то, без свечей обходиться. Но это такой вопрос. А какую основную нагрузку собрания несут, чтобы понять, что для чего собрание-то они, что они нам дают? Да, может, как ты сам просто... Вот как ты считаешь, вот немножко. Я знаю просто, что ты очень активно... У меня понимание, что это, конечно, самое основное, это и есть. Ведь все остальное можно делать и живя и в других местах. Ну так собрание можно и в Питере тоже проводить. Ну, если так получится. Потому что так на самом деле жизненных ситуаций таких-то там очень мало. То есть там просто разбираются какие-то ситуации жизни. Ну, люди, чтобы жили постоянно рядом вместе, таких условий очень сложно где-то найти в других местах. Чтобы постоянно находиться рядом. Ну, по сути, как будто бы в одной квартире живет одна природная семья. Так близко мы живем все вместе здесь. Что-то делаем, строим, постоянно в общем труде возникает масса различных вопросов. Люди собраны все очень разные, настолько яркие индивидуальности из разных уровней социальных, сознания, восприятия мира. То есть, чтобы найти какой-то общий язык вместе, научиться как бы думать одинаково, это вообще такая серьезная задача, это самое главное. Поэтому собрание, конечно, в этом все и начинает вырабатываться. Варенька, вот немножечко, может быть, позволь нам погрузиться в твои какие-то заботы домашние, как вот это все происходит. Есть ли детский садик, насколько ты бываешь свободна от ребенка, чем ты еще занимаешься помимо, может быть, тоже и домашних каких-то дел, может, какое-то творчество еще есть. Творчество женщин — это дом. Хочется, конечно, иногда повязать, пошить, но это, как правило, только вот в вечернее время, потому что первая половина дня — это, как правило, приготовление обеда, уборка, стирка, какие-то такие вещи. Вот, в этом году уже садик на хорошем, интересном уровне работает такой, со специалистами. Вот. Очень интересная проблема с детьми, потому что в связи с особенностями жизни своя специфика. Нет телевизоров, радио, выборочно книги. Вот. И дети, как правило, все очень привязаны к мамам.
очень ручные, соответственно, проблемы возникают чисто бытового характера. Но зато, конечно, они более чувствительные. Допустим, в свои 3 года Фима уже знает, как растут, развиваются растения. Он вырастил в этом году. У него своя грядочка была, морковка, свекла, лучок. Да, ну тоже дети, поскольку разные, это все, видимо, индивидуально. Вот. А как правило, это вот летом это огород и дом. А зимой дается вот, я могу быть полезна в детском саду, помочь как методист. Вот. В Петербурге ты занималась как раз. Да, у меня педагогическое образование. Сейчас очень интересным общением является клуб. Женский клуб, который, ну, очень... Тут тоже, как и у мужчин, очень разный уровень женщин, разные по возрасту, по интересам. И это тоже довольно сложно, потому что подруги предполагают какой-то близкий склад. Да. Характер. А тут очень большой диапазон. Пойдем с папой. Ну, с папой конструктор возьми. Вот. А клуб как раз позволяет очень так тесно соприкоснуться с мирами друг друга, познакомиться, погрузиться в какие-то общие проблемы, поделиться опытом. И это очень интересная такая работа творческая. Опытом, наверное, больше всего все-таки вокруг взаимоотношений с мужчинами, мужьями, да? Да, житейским. Вот, кстати, хорошо, что коснулись вопроса клуб, потому что сегодня на распределении была работа, многие говорили клуб. А что такое клуб? Это, может быть, представление будет такой сельский клуб, а тут надо пояснить, что поподробнее, что это за клуб. Ну, это Люба, жена учителя, собрала... Сначала первоначальная идея возникла в Петропавловке, а сейчас Люба встречается с горожанками, и это работа, можно сказать, духовного характера, когда женщины решают какие-то внутренние проблемы, делятся своими проблемами, приходят к пониманию, как их лучше решить. Люба дает какие-то тренинги, бывает чисто психологического характера. Очень много работы по последнему завету, то есть, и причем это очень хорошо, потому что Люба, как настоящий педагог, она подходит к этому делу основательно, строго, с домашними заданиями, сочинениями. Вот, и, конечно, девочки очень стараются, многие сидят ночами, потому что с детьми другого времени почитать Писание подчас не бывает. Вот, ну, это очень интересно. Ну, например, тема сочинения была как-то какая? Что такое быть слугой мужчине? Да, служить своему мужу. Да, потом тоже очень интересное задание, перед которым многие встали в тупик. Люба попросила просто перечислить 7 своих положительных качеств, своих, и выделить из них основное. Для многих это явилось очень большой проблемой, потому что женщины не видят в себе достоинств. Вот. Саш, я знаю, что ты здесь звонишь в колокола. Это так необычно и интересно. Давно ли ты этим занимаешься, как научился, и что это для тебя? Ну, я звонил еще, начиная с юности. Жил в Петергофе, и у нас, когда храм открылся, я пошел туда, меня заинтересовало. Я пошел туда звонить. Но звонил непрофессионально. А тут, когда уже жил здесь, через год... Вот, ну, после приезда сюда, как раз вот я сказал, я уезжал в 95-м году, был в Питере и ездил в Суздаль. Ездил в Суздаль и учился там на курсах звонарей. Вот, в тот момент как раз эти курсы тогда существовали. Сейчас не знаю, есть ли курсы звонарей. Вот в Суздале учился у такого мастера, довольно известный, Валерий Гаранин. Вот. Он звонит... Спасо-Ефимовском монастыре. Там есть звонница такая экскурсионная. Вот сейчас этот монастырь, он не действующий, он как музей работает. Там вот есть очень большая звонница. Вот, и вот он там звонит, приезжают туристы каждый час. У него этот звон очень такой хороший профессионал. Вот у него учился. Приехал сюда и звонил уже здесь. Вначале звонил в молельном доме у Капункина Володи, священника. Там маленькая такая звонница была. Я пособирал колоколов, таких маленьких поддужных. А потом, когда переехал сюда на гору, стал звонить на звонницу. Здесь, где на горе. Здесь каждую неделю воскресная литургия, да? И... Вот, я звоню на 2 звонницах. У нас одна звонница большая на скалистой вершине, это небесные обители. Вот. Самый большой колокол, там 600 килограмм такой. Хорошо его слышно на десятки километров. И небольшая малая звонница
на храмовой вершине возле символа веры. Вот, пока процессия идет наверх, я звоню вначале на одной звоннице, потом на другой, как бы встречая колонну. Ты всегда такой сосредоточенный, когда ты это делаешь. Ну да. Мне много на эту тему высказывали. Когда снимали, да, и фотографии, и на пленку, получается такое выражение лица очень серьезное. Это складка между бровей. Вот, а мне не получается улыбаться. Сейчас зрители убедятся, что ты умеешь улыбаться все-таки, тем не менее. Да, то есть оно как-то не получается такое состояние, что я вот звоню и погружаешься. Да, ну, видимо, какая-то внутренняя улыбка есть, а снаружи она никак. Город имеет радиальную структуру. От центральной площади расходятся 14 лучей улиц, на которых расположены 50 домов жителей этого города. Сейчас мы находимся на луче под названием Млечный Путь. Именно по этой улице каждое воскресенье поднимается процессия людей на литургию, на храмовую вершину. И туда же ведет путь в небесную обитель. Это более возвышенная часть города. Мы с вами сейчас проследуем этим же путем в небесную обитель. Вот этот участок дороги немножечко крутоват. Но даже бабушки у нас по воскресеньям успешно его преодолевают. Потому что по пути поются псалмы, люди успевают передохнуть. И все получается замечательно. Очень хочется порисовать эти места, потому что краски еще не потеряны, еще такая золотая осень царит вокруг. Приятно пройтись, и дорога кажется не такой утомительной и длинной, долгой. На всем протяжении пути расставлены лавочки, на которых можно присесть и отдохнуть. Мы подошли к так называемым вратам небесной обители. В этом месте установлен крест в круге, символ единой веры. Обычно здесь люди накладывают на себя крестное знамение, чтобы в трепетном и умиротворенном состоянии пройти дальше. В этом домике живет Борис, страж небесной обители. Вот с ним мы сейчас познакомимся и поставим его в известность о наших намерениях провести экскурсию. Добрый день. Здравствуйте. Мы хотели бы в форме фильма рассказать о небесной обители
Может нам такая возможность предоставиться? Ну, наверное, лучше другой расскажет, чем я о небесной обители. Да. Тогда мы просто, если можно, немножечко погуляем здесь, покажем дома, поснимаем, ну, может быть, жителей. Ну, попробовать. Да? Попробуйте. Спасибо. Подходит к концу осенние работы на огороде. Подготовка земли к весне. Мы находимся на строительной площадке нового храма. За моей спиной дом, в котором живет учитель. Чуть подальше обитель рассвета, а по другую сторону озеро Тиберкуль. Да, плохо меняет связь, но нагрузка такая же, Информация. За период строительства с марта и по октябрь была разработана площадка под храм и закончен монтаж купола. Высота храма 12 метров, внутренний диаметр 14 метров. Для работ небесной обители было поднято на руках и лошадях 18 тонн металлоконструкций, 15 тонн цемента и 40 тонн песка и щебня. Длина этого конно-пешего пути около 2,5 километров, а разность высот 300 метров. Хорошо, давайте сделайте, мы попробуем. Четыре. 4. 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 4
городе живет Али, каменных дел мастер из Дагестана. Все работы, связанные с камнем, делаются под его руководством, с его участием. И в частности, вот эти ступеньки, которые ведут к храмовой вершине. Как положено в сказочной стране, здесь можно встретить случайно гномика в дупле дерева. Это место называется Долина Папоротников. Здесь проходит слияние с учителем, после которого он беседует с нами, отвечает на наши вопросы. Учитесь этим дорожить, присматривайтесь, не торопитесь бросаться в стороны, куда-то в поисках чего-то лучшего. На самом деле лучше искать не так-то просто. Если вы неправильно относитесь уже к тому, что вам дается, а лучшее вы не найдете. Если мы говорим, что нежность, в принципе, это нормальное явление естества человека, это нельзя сказать, что это негативное явление. Это чистое естество, нормальное. А вот уместность применения его в тот или иной период времени, вот тут уже вы должны делать грамотно, как люди. Животное так не делает. Животное при любом инстинктивном пожелании устремляется его удовлетворить. Оно чувствует, оно слышит его и должно подчиниться. По природным законам должно подчиниться своему инстинкту. Человек не находится в этих рамках. Он будет ощущать инстинкт, но это не значит, что он должен ему подчиниться. Он должен правильно его преобразовать, использовать как-то его, но уже правильно, учитывая его духовное становление. Ты как человек дальше узнаешь, а правильно ли будет эту нежность выразить вот здесь или вот здесь. Уже переходим в конкретную плоскость. Не ругаешь нежность. Никогда. Она всегда нормальная. Желаю вам счастья. Осенних красок нега, их буйство и смешение задумано так небом, что это жизнь, движение. И грусти нет в утрате цветущего покрова, нежнейший из платьев весна подарит снова. И стоит, тем не менее, к траве, цветку любому, как Божьему творению проникнуться любовью, прозреть и удивиться прожилкам на ладонях пастельно-желтых листьев с деревьев оброненных, внять ароматом леса, пахучих трав покоса, и нет на сердце места мучительным вопросом. Природа лечит душу, открытие не ново, лишь научиться слушать в ней вызревшее слово, разлитое повсюду, в порыве легком ветра,
взметнувшим листья в груду, в луче закатном света, в дрожании росинки на лепестке и даже след высохшей дождинки о вечности расскажет. Вот так живешь и веришь в возможность чудной сказки здесь на земле, а двери открыты тем, кто маски обыденности сбросил несуетливым жестом. Нашептывает осень о близости блаженства, в слиянии с истоком. И радость, и награда, недремлющее око, и высоко, и рядом. Гармония в единстве всего, что в мире суще. И нету выше истин, и нету мира лучше. Завершить нашу осеннюю прогулку хотелось бы на волшебном озере Тибиркуль. Удивительное, чистейшее озеро, пить из него можно без опаски. И говорят, если окунуться в воды этого озера, можно в корне изменить свою судьбу.